Такс. Ну, как говорится, здравствуйте. Спустя... Смотрел сейчас в плейлист по Fallout. Думаю, сколько же лет прошло с последнего нашего момента игры в этот замечательный проект. А лет, наверное, эдак 6 или 5. Прошло много времени. Кто-то скажет, ну, там, постарел, там, похорошел, конечно, но это факт. С этим спорить, конечно, да. Скромности, естественно, тоже прибавилось. В общем, Fallout 4. Bethesda, наша беседочка, решила выпустить обновление. Говорит, мы можем, мы крутые, мы классные, мы дивергенты. Выпустим мы обновочку. Но, казалось бы, да, к чему бы эта обновочка? Ничего, к сожалению или к счастью, просто так не делается. И, дорогие друзья, вышел сериал Fallout. Я его не смотрел. Может быть, даже на стриме посмотрим, где-нибудь на ВК Play Live. Но факт остается фактом. Что обнова вышла. Обнова коснулась оптимизации для там мониторов с другим разрешением. Вроде как они оптимизировали FPS. Все, кто на плойках, там они начали плакать, что о боже мой, у нас 30 FPS, дайте нам. И, короче, никто не знает на самом деле, что за обнову вообще и что они на самом деле там выкатили. Выкатили немножечко дополнительного оружия. Чуть-чуть обновили, чуть-чуть доработали там какой-то квест. Вроде как немножечко, по чуть-чуть всего сделали. Мы эту игру прошли, наверное, процентов на 80-90 в свое время. Потом у меня было обновление компа, и что-то там с локом FPS было. Я точно помню, какая-то беда. Вот. Но игруху я проходил очень-очень подробно, прям изучая все. Плейлист есть внизу в описании. Кто захочет, пересмотрит. Сразу говорю, смотрится как фильм. Это очень круто, это очень здорово. Сегодня я так думаю, что мы с вами пощупаем, что они выпустили, потому что за долгие года с выхода Fallout 4, в принципе, этой игрой занимались только мододелы. Люди мною уважаемые и люди, которые огромное количество времени тратили. Это фанаты, в общем-то, этой игры, которые тратили вот на все вот это. Я думал... Вообще вот, может быть, все-таки накатят, да, что-нибудь прям такое вот крутое, знаете, прям вот, прям чтобы вот мы все сказали вау, но, если честно, ничего не жду. Я думаю, что просто обычный Fallout, мы сегодня зайдем, посмотрим, ну, вроде посмотрим, но повторно проходить это не новая игра. В общем-то, они ничего особо не сделали, давайте мы просто вспомним, да? Что это за игрушечка? Может быть, кто-то ее не знает, может быть, кто-то не шарит. Так что давайте зайдем и посмотрим. Значит, как качается обновление? У меня было в свое время скачано просто Fallout 4. И, в общем-то, просто через Steam она обновилась. Я ничего особо не делал. Так что все, запускаем и давайте посмотрим мир постапокалипсиса, да? Вспомним, как это было. Да, но времени очень много прошло, и, конечно, я, честно скажу, с очень таким большим, знаете, вот, приятным ощущением таким на душе вспоминаю прохождение этой игры, потому что это круто. Это очень круто, это очень мощно. Эти вот первое мгновение, оно прям, да? Атмосфера, да? Ну, хочу сказать то, что атмосфера Fallout всегда была на высоте, кто бы что там ни говорил, потому что тематика очень распространенная. Это выживание, это всякие, да, вот такие вещи, там, собирать, ходить, конечно, очень круто. Ну и сражаться со всякими мутантами, по-моему, очень здорово, да. От музыки небольшая улыбка проскальзывает. Ну, давайте немножечко поиграем. Всем приятного просмотра. Как всегда, чай, кофе. Да, хорошего настроения. Я знаю, что
Этот стрим будут смотреть точно спустя там много лет. Желаю вам всем все равно хорошего настроения. У нас все стабильно. И у нас, кстати, сегодня 25.04.24. Для истории скажу. Ну, поехали. Ну, как говорится, давай. Посмотрим, как они что там наобновляли. Что они там наделали, сделали. Новая игра. Новая игра в режиме выживания. Так, одну секунду. Режим выживания это у нас... Нельзя использовать быстрое перемещение, сохраняться... Да, вообще, вы меня этим не удивите. Абсолютно, да. Да, хочу на выживании. Да, очень хочу, очень люблю, очень могу. Это все-таки канал Hardplay там, да? А не вот это вот, все вот это. Все вот эти вот, ваши вот эти вот. Сейчас сидел перед стримом, смотрел одну стримершу. Ребята, ну как мне вот взять вот это оружие, поняли, где, которое в самом начале вот это вот? Я не понимаю, какой здесь код. Мне так хотелось ей написать, прям со своего основного аккаунта. War never changes. Оу. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, По-моему, этого не wondered было. when he'd get to go home to his wife and the son he'd never Или seen. было? He got his wish when the U.S. ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. Было, да? The world awaited Armageddon. Instead, Значит, я подзабыл. something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. Потрясающий голос. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction. Domestic robots, fusion-powered cars, portable computers. But then, in the 21st century, people awoke from the American dream. Years of consumption led to shortages of every major resource. Знакомое место. The entire world unraveled. Peace became a distant memory. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself. For my wife. For my infant son. Because if my time in the army taught me one thing, it's that war never changes. Потрясающее видео. Тут даже никакой русификатор не нужен. Просто потрясающее видео. Абсолютно. И слова, в общем-то, правильные сказаны. War never changes. You're gonna knock him dead at the Veterans Hall tonight, hun. You think? Переводить не буду, я Absolutely. думаю, кому надо, And тот get ready прочитает. and stop hogging the mirror. Right. Так, лицо. У нас, по-моему, тогда был... Блин, или вообще не заморачиваться, вы знаете... Оставить как есть. Такой обычный мужик-работяга. Давайте я его просто оставлю. Все равно мы его лицо... Да-да, у нас тогда Иисус был на прохождении. Кто смотрел, тот поймет. Так, сенса. Норочка. Чуть-чуть сенсу я сейчас подубавлю. Все-таки вы находитесь еще и на киберспортивном, друзья мои, стриме. Я напоминаю. Тут все очень серьезно. На выживании эта игра... Ну, чисто, да, такой работяга, знаешь. Читать, ребята, или не надо? Могу почитать.
Русик не хочу ставить, потому что прям вот эта озвучка, она прям то, что нужно. Codsworth. Enjoy your coffee, sir. Так, кофеечек. Я тоже думаю, да, не надо. Лишнее, чтобы атмосферу не портить. Слишком уважаю эту игру. Такая, знаете, умиротворенная атмосфера. Oh, sounds like someone made a stinky. I shall attend to young Shaw. О, You know, вот он мой хороший. but Codsworth's really good with Sean. I'll be sweeping up the floors later. Unseasonably so for Southeast Asia, but for the 5th Infantry, Это обычный работяга, он просто на диван сядет. all the easier for our mechanized Hellcats to drive any screaming commie memes. Can you get that? Аля. It's probably that salesman. He comes for you every Такой он day. крепкий мужичок-то на самом деле. Something that is unquestionably, inescapably, Ты чё шляпа задумал? of course, to our great national pastime, baseball. Good morning. Voltec calling. Swatting sultans will swing for the fences. Начинается, да? Right, sir? Star pitcher Matt the Missile Murtaugh, Я слушаю. Go on. Nice to find you, sir. You can't begin to know how happy I am to finally speak with you. I've been trying for days. Странно, что не It's a переводится. matter of utmost urgency, I assure you. Я здесь. I'm here now. So you are. So Просто фразу не you перевели. are. Now, I know you're a busy fellow, so I won't take up much of your time. Time being a precious commodity. I'm here today to tell you that because of your family service to our country, Спасибо, аноним. you have been На ВК Play pre-selected Live for придешь, entrance там всё into будет. the local vault. Vault 111. Звучит Sounds заманчиво. Oh, it is. Believe you me. Now, you're already cleared for entrance in the unforeseen event of total atomic annihilation. I just need to verify some information. That's all. Sure, let's do it. Splendid. Splendid. Now, let's see. Так. Я вот не припомню, как мы играли в тот раз. Друзья мои, а скажите-ка мне, на каком уровне сложности мы играли? Кто помнит? Вы знаете, я помню, что было архисложно. Очень жестко, очень сложно. Прям напруга была максимальная. Постоянно всего не хватало. Все прям было, знаете, так прям больно. По-моему, тоже на выживаче, да? На выживании я играл. Я не мог дать слабину. Выживание, да. Ну... Так. Окей. Сила определяет физические возможности вашей мускулатуры, который вес вы можете нести. И сколько наносите урона в ближнем бою. Не на выживании точно. Восприятие, способность замечать то, что происходит вокруг, влияет на точность оружия. Поняли, да, в чем? Угу. Выносливость определяет вашу физическую подготовку. От нее зависит максимальный запас здоровья, расход очков действий на ускорение. Харизма, ну, как всегда, способность влиять на других людей. Интеллект, параметр, определяющий ваш уровень ума, он влияет на количество очков опыта, которые вы получаете. Вот если качать интеллект, то качать его в самом начале, потому что, ну, мы просто, так скажем, за... Как это сказать-то? Короче, быстрее будем прокачиваться. Ловкость определяет быстроту ваших рефлексов и точность движения. От нее зависит число очков действий ВАЦ и способность действовать скрытно. Удача определяет ваше общее везение и влияет на скорость заполнения индикатора критической атаки. Слушайте, ну, в тот раз я точно помню, что я через крит шел, и мне это спасало неоднократно жизнь. Я был очень щупленьким, но шел я через криты.
И мне это прям очень-очень-очень-очень помогло. Я, наверное, за то, чтобы... Я не помню, как я качался, честно говорю. Я, наверное, кинул бы в удачу. Я бы, наверное, пятак кинул в интеллект. Выносливость это чтобы ретироваться с места. Ну, допустим, вот так. Точность оружия. Вот это бы я вкинул прям на 7. Мазать нельзя. Промажем, это все. На этом все закончится вообще, в принципе. Пока что пострадаем с подъемом. Прям конкретно пострадаем. Чисто доходягами пойдем. И, наверное, вот так. Как-нибудь. Пока остальное не буду качать. Давайте так попробуем. Wonderful. That's everything. Just gonna walk this over to the vault. Congratulations on being prepared for. Мне кажется, ли картинка немного изменилась? Thanks again. Hey, it's peace of mind. That's worth a little paperwork. А, говорит, right? подумаешь, For you and документы. Sean, no price is too high. Good answer. I have my moments. Так. Ну что там, родной? Sean has been changed, but he absolutely refuses to call me. Хочет побыть с Hey, папкой. Codsworth. You heard. Спасибо, друзья мои. Go on. Аноним, спасибо. If I may, Sean Спасибо за донат. requires your Я personal посмотрю после attention. стрима. A boy needs his father after. Че, угораешь, что ли? Так. How are the two most important men in my life doing? Spin the mobile a bit. He loves that. Ой, беззаботная жизнь, да? Чисто на чили, на расслабоне. Hey, how's my little guy? Much better now, huh? Listen, after breakfast. I was Может, thinking говорит, we could сходим get to в the парк, погулять. Weather should hold up. Да. Я посмотрю телек. Бейсбол пропущу. Каточку в танке пропущу. Come and see this. Codsworth, what's wrong? Вы, говорит, должны это видеть. Все-таки, ребят, читать или не читать? Я могу прочитать, мне не впадло, если что. Yes, followed by flashes, blinding flashes. Sounds of В общем, explosions. внезапно началась... We're trying to get confirmation. What? We seem to have lost did contact he with our say? affiliate stations. Началось то, что боятся все. Do have coming in. That's confirmed reports. I repeat, confirmed reports of nuclear detonations in New York and Читать? Без проблем. my God. Давайте с убежища начну читать. Без проблем. Oh my god. We need to get to the vault now. I've got Sean. Очень коротко. Счастливая беззаботная жизнь. Все классно, все здорово. Просто внезапно, можно сказать, началась ядерная война. Это вот прям вот на пальцах. Ну, чтобы долго не углубляться. Просто внезапно начали наноситься удары по всей территории. И люди бегут в убежище. Все. Это вот если прям совсем кратко. Let's go. Residents of Sanctuary Hills, if you are registered, evacuate to Vault 111 immediately. Краткость сестра таланта, да? Just help me pack it up. If you're in the vault program, head to the gate. That's absurd. I am lost. You don't get it. Мне без очереди. You can't stop me. Hey there. I'm reporting this. God, we're gonna die. We need to get in. We're on the list. Мы есть, говорит, списки, пустите. Adult male, adult female. Okay, go ahead. Thank you. Good luck, ma'am. You two, follow me. Come on. Десантуру стоит. People We're outside the doing gate. everything we can. Now keep moving. Step on the platform in the center. Оптимизация прекрасная стала. Я не помню, как было, но
Almost there. We're gonna be okay. I love you. Все будет хорошо, я люблю вас. Hold on! На самом деле ослепли бы все сразу. Взрыв был очень близко, но это условность, я понимаю, но... Факт есть факт. We did it. Мгновенно бы долетела ударная. We're okay. Соответственно, все, кто на поверхности, ребята, закончились. Не волнуйтесь, всем найдется место в нашем новом убежище. Короче, светлое будущее, все хорошо. Вы выжили, вы классные. Говорит, типа без суеты. Типа, говорит, не паникуйте, только не пеньте, все нормально. Кто успел, тот успел. You'll need your suits before we can take you further. Thanks. What now? Just follow the doctor here. Следуйте за врачом, и вам скажут, куда идти. See? This is our new home. Oh, you're gonna love it here. This is one of our most advanced facilities. Вам здесь, говорит, понравится. Это один из наших лучших комплексов. Ну, люди, естественно, в тильте. Все понимают то, что все, кто были наверху, погибли. How long do you think we'll be down here? Oh, we'll be going over all that in orientation. Just a few Сейчас, говорит, проведем медицинское обследование, и все будет хорошо. Что-то мне это, кстати, тоже напоминает, знаете. Сейчас, говорит, буквально вот одну секундочку, и все будет в порядке. Да, вот буквально вот, ну, проходите и наденьте комбинезон. Ну, то есть, все как бы хорошо. В камере, говорит, проведут, короче, все исследования, начинается новая жизнь. А это криокамера. Все. До свидания. Вот так вот. Включено ручное управление, криогенный сон прерван. Криогенный сон, да, криокамера, ну оно так и есть. И здесь мы видим основной сюжет игры, насколько я помню, да? Я думаю, здесь комментарии никакие не нужны. И теперь с квартиры стримишь. Это офис. Но спасибо. Все, говорит, кончилось, мы живы. Он говорит, ну, да. Вот такое стрёмное начало. Минус мать. Ребенка забрали. Ну, кстати, как сюжет, довольно неплохо. Я, кстати, так и не понял, в результате чего он проснулся. Мне очень интересно. Просто какой-то сбой типа произошел. Ну, пишет критический сбой установки. Но ничего больше не сказано. Типа авария или еще что-то.
Ну что ж, друзья, и открытый мир. God, why would Voltaire do this? Come on! There has to be a release! Открыть ее, короче, нельзя. Come on, come on, come on! Oh, God! А, нет, можно, можно. I'll find who did this. And I'll get shot down. Ну, понятно, что... Promise. Он зарекся, говорит, я отомщу за тебя. Мне бы вспомнить по управлению. Control вижу. Shift. Капс идти пешком. Здесь куча криокамер. Думаю, сюда даже заходить смысла особо нет. А вот и наши друзья. Так, здесь надо очень внимательно все обыскивать. Я ничего здесь не помню. Если быть откровенным. Так. Ну, поехали. Пока все подряд собираем. Кружки, вилки, ложки, все. Инструкции, все остальное. Стимулятор. Все это пригодится. Кто проходил игру, тот знает. Кто не видел прохождение, тот, я думаю, что вспомнит, да? Я буду переключать, ребят, как в Скайриме. В каких-то сценах. Здесь самое главное не получить. Roaches? What the hell? Очень надо все внимательно прям шмонать, обыскивать. Ну, голяк полный. Вообще полный, полнейший. Я бы, кстати, знаете, что сделал? Я бы, наверное, вертикалку врубил. Она, по-моему, включается в самом начале. По-моему. Пить. Пить мы пока ничего не будем. Есть мы ничего не будем. Так, я даже, если честно, не помню, как ящики выглядят. Вообще не помню. Во время обыска, конечно, лучше посмотреть. Не помню, ребят, как сундуки выглядят, к сожалению. Так. Это у нас переключение на F. Раковина, кружка, тостер, плитка. Насколько я помню, для чего-то они точно нужны. Стекло собираем 100%. Надо очень аккуратно с этими тараканами. Ага. А тот хитрый, да? Угу. Может, его как-то привлечь все-таки можно? На выживание это может быть фатальная ошибка.
Это здесь еще один. Что здесь, говорит, произошло? Где все? А тот, видать, напрямую пополз. Помянем. Это мощная атака. Попробуем его дернуть. Успел он укусить. Да, куски от меня отрывают прям очень бодрые. Неждан. Орда Стасиков, не говори. Они же, зараза, еще могут где угодно сидеть. Так, вот стимуляторы. Стимуляторы восстанавливают 30% максимального здоровья и исцеляют повреждения конечности. Здесь просто могут, если я не ошибаюсь, потом, если я не ошибаюсь, можно это... остаться без ручек, без ножек, без огуречка. Здесь, короче, чем-то Тарков напоминает. Чем-то. Я бы, если быть откровенным, я бы, наверное, знаете, как сделал? Хотя мне даже и игру для этого не надо сворачивать. Я бы, наверное, камеру... Сейчас, одну секундочку, чтобы вы ХП, да, видели? Наверное, я бы вот так вот сделал. Как вы считаете? По-моему, это верное решение. Да? Так, и у нас появляется пистулечка. Как-то можно, если мне не изменяет память, биндить эти штуки. На 4 у меня, да, пистолет? 3 и 4. Хорошо, понял. Так, пистолетик мы с вами нашли. Терминал смотрителя. Открыть эвакуационный тоннель, это я помню. Угу. И выход. Так, есть. Чуть-чуть я бы еще сенсу. Здесь придется тапать по одному прям. По одному выстрелу. Если мы будем промахиваться, то на этом, в принципе, прохождение все закончится. Так, мы нашли еще один пистолет. Мы нашли патры. У нас есть ящик. Угу. Еще патроны. Прям много. 106 патров, но я думаю, что это за глаза, ребят. Наполнить бутылку из раковины. Угу. Шпильки. Это все нам очень-очень-очень-очень пригодится, да? Так, ну, насколько я помню, замок слишком сложный, да, мы сюда вернемся. Ага. Только не подпускать к себе. Через ВАЦ пока я стрелять не хочу, хотя... Давайте, наверное, мы так и сделаем. Ага. Можно, кстати, через... все-таки положиться в этом прохождении, да, или в обзоре на ВАЦ. ВАЦ — это вот эта вот система прицеливания. Потому что мы его в самом начале неплохо прокачали. Но быть на 100% в нем уверенным я не могу. Можно, в принципе, с него начинать.
Так, и здесь сразу на нолик у нас стимуляторы, да? Кстати, по-моему... По-моему, мы сейчас с этим, когда найдем, что-то сможем сделать. Но это не точно. Is this all that's left? Вот такие вот вещи игра не прощает. Товарищ здесь у нас сидел. Так, ну а вот, в общем-то, и он. Наше спасение. Слой огромной пыли. Привет всем. Привет. Привет, Вов. Так. Ну, это наш и инвентарь, и не инвентарь, и, короче, все в одном. Со всеми характеристиками. В общем, совсем. Угу. Угу. Пока что все побережем. Потому что может быть габелла. 24 из 80 у нас загруз. Ну и в общем-то вот она. Огромнейшая карта. Которая кажется, что она вообще небольшая, но на самом деле такое. Так, а уровень у нас почти подошел к концу, да? Текс. Я бы прошел туда, поисследовал, но если быть совсем откровенным, вот именно вот по вот этой причине я бы туда прошел. Я не помню, как менять клавиши. Не помню, братцы, как менять клавиши. Но это все то же самое. Как менять клавиши, я вообще не помню. Это, короче, мы по кругу все открыли. Ну, погнали. Да, режим выживания он ошибок не простит. Погнали. Изменить внешний вид, замершить, да? Давайте возьмем. Все, дальше, ребят, полностью открытый мир. Куда хочешь иди. Что хочешь делай. Именно что, а не что. В общем-то, просто изучаешь этот мир. Я, если честно, очень плохо помню, где что, зачем и почему. Готовый завтрак, вентиляторы. По-моему, они где-то нам пригодятся при стройке. Да, мы вот сюда бежали. Ну, пойдемте до дома, добежим. Это все, кто в очереди стоял.
Бегаем мы, кстати, очень неплохо, если что. В настройках я бы поменял в управлении, знаете, что именно? Бац, я поменял бы на маус 4, скрытность Ctrl, да. Так, здесь вот очень важно теперь вспомнить, как мы меняли оружие на кнопки. Я как-то тогда очень быстро разобрался. Но если быть совсем откровенным, я не помню как. То ли вот здесь вот как-то, то ли через пибой как-то мы... Как же мы это делали? В избранное... Вспомнил, ребят. Охранный пруд на 3. Вспомнил. Помню еще, братцы. Помню. Радиацию убирает. Стимуляторы на 3. И, в общем-то, и все. Охранный пруд. Ну, давайте в 2 его кинем. Я думаю, нормально. Все, разобрался, ребят. Во, другое дело. Так, ну что ж. А вот и наш дом. А вот и наш... Наш дом. Ну, давайте. Мы очень точно, кстати, шарашим в этом режиме. Очень точно. Че их хрен увидишь. Так. Так, ну лутать дома лучше всего в этом режиме. На выживании, ребят, к сожалению или к счастью, нам просто необходимо все везде смотреть. Лутать. Чемоданы есть. Ну что ж, Skyrim. Совсем недавно проходили. Skyrim в помощь. Огнетушитель. Вот как раз, кстати, на что бьется. Да, та или иная вещь. Вес у него огромный, к сожалению, брать не буду. В следующую очередь обязательно, ребята, берем вес именно, чтобы носить больше, переносить. Очищенная вода — это must-have для нас. Кстати, я думаю, что... Так, огнетушитель мы запомнили, да, где? Надо, кстати, глянуть, что за одежда. Ну, вообще, сопротивление урону этот поинтереснее выглядит. Вы знаете, у меня такой вопрос. Я вот не помню механику игры. Смотрите. Вот этот комбинезон убежища, да, вот он дает 5 и 10. Понятно, да, какая защита? Если мне не изменяет память, вот видите, выносливость. Это, по-моему, дает +2 к выносливости. Или нет? Вот это вопрос. Он дает +2 или требует +2? Дает +2. Угу. То есть мы с себя убираем всю защиту, но мы... выносливость у нас летит, так скажем, вперед, да? Угу. Дает. Угу. Все, вспомнил. Спасибо. Так. Ну что ж, мы с вами так чуть-чуть переоделись. Очень внимательно смотрим.
Отовсюду здесь можно ждать какую-то подставу. Может кто-то выпрыгнуть, кто-то запрыгнуть. Пока не вижу. Кухонные весы. Техтелевизор. Конечно же, который не работает. Пистолет. Еще один. А он золоченая зажигалка. Терминал учета и Да. И сейф. Аноним, спасибо тебе огромное, друг. Спасибо за такую поддержку. И сейф. Так. Пу-пу-пу. Гладкоствольный пистолет. Привет. Так, это плюс левел. У меня теперь вопрос. Дальность у него в плюс, урон в минус, но у него... А, нет, стоп, у него скорострельность в плюс. Она мне, в принципе, не нужна. Мне дальность must have. Весит он гораздо меньше. Но на 5 сразу режет. Не вижу смысла его ставить. Абсолютно. А вот и еще один сейф. Храните деньги в сберегательной кассе. Так. Чик-чик-чик. Терминал. Если вы выбрали неверный пароль, на экране отобразится количество букв, совпадающих с правильным паролем. Я не помню, как ломать терминалы. Так, а как же ломали мы терминалы? Господи, терминалы. По-моему, нужно несколько... Типа, 2 одинаковых слова, что ли, найти. Сходств 0. Runs. Все, я вспомнил. Bear 0. Kind 0. Все, от винта. Понял. 10 секунд чилим. То ли мы как-то искали по скобкам. Got it. Да, конечно. Профессионализм его не пропить. 100%. Серебряные карманные часы. Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а профессионализм... Опа. На подлете. На подлете брутулетчик отлетает. Здесь все завалено. Угу. Мест. Тут-тут-тут-туру-ту-ту. Туру-ту-ту-ту-ту-ту.
Жареный таракан. Это просто превосходно. Еще и за это дается... Еще и за это дается опыт. Немного, но дается. Стоп. Ага. Клейстер и супы. Пойдет. Так, внимание. Если что, если кого-то видим, сразу прям насыпаем. Потому что лучше я по патрам чуть-чуть просяду, чем меня еще разочек кто-нибудь куснет. Это очень неприятно. Кстати, собачьи консервы могут нам очень неплохо пригодиться. 6 шпилек находим. Что нас не может не радовать. Двигаемся дальше. Зажигалки, изоленты. Вы знаете, если строить все-таки новый мир, да, Юра, вот я думаю, что надо все в оранжевых цветах строить. Да, как и наши партнеры, кстати, с Вина. Вот здесь вот сделать, значит, большую вывеску. Написать «Да сопутствует вам удача». Да? И вот здесь вот просто берем и ставим здесь вот стрип-бар. Здесь вот тот шест. Вы знаете, и такие легкие вот огонечки пускаем. Я думаю, это прекрасно. Кстати, перейдя в комментарии, самый первый закрепленный комментарий, можно перейти и зарегистрироваться на наших партнеров. Спасибо огромное, кто это делает от души. И забрать фрибет, кстати. Так, ну мы пойдем дальше. Здесь дом полностью разрушен. Здесь все везде развалено, разрушено. Вернуться. Так, тихо, 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 тихо. Спокойно. Спокойно, без паники. А вот и верстаки. Оружейный верстак. Так, вот с этим, я думаю, мы как-то с вами наладим общение. Да? Ибо без этого никак. Я почему-то задумался, что можно выйти в крит. Ну, в криты зайти. Но потом подумал, а как мы будем все это переносить? Аноним еще 5К. Спасибо, друг. Обалдеть. Спасибо, ребят. Извините, я весь с головой ушел в прохождение. Спасибо, дружище. Спасибо за такую поддержку большую. Бы хоть не анонимно, а так. Я бы хоть знал, кого благодарить. Вот оно. Бан. Не, парни. Вообще так не работает. Угу. Сложенный флаг. Угу. Слушайте, сколько лет прошло с последнего прохождения? Это же просто жесть. Сколько игр мы прошли. Да. 54 года в Counter-Strike, ребят, они как бы бесследно, естественно, не прошли. Всякие лампы. Чик. Привет. А вот это уже Skyrim. Пу-пу-пу-пу-пу. Патроны от дробовика.
Урон 20 на этом пистолете, кстати. 20, да, говоришь? 20. Очень интересно. А, ну 20 это потому, что мы по левелу выросли. Так. Ну что ж. С руки, удары кулаками. Карманные кражи неинтересно. 10 к урону. Цены у торговцев. Неавтоматические пистолеты наносят... А я не знаю, с чем я буду ходить. Пока нет. Больше крышек в ящиках будете находить. Вот это раз. Вы способны добыть припасы. Даже на поле боя находите больше патрон в ящиках. Вот это 100% да. По оружию я не знаю. Вот это тоже хорошая вещь. Пищеварительный тракт идеально приспособлен к жизни в пустоши. Плюс 10 к сопротивляемой радиации при употреблении пищи и воды. Вот это раз. Вот это два. Вот прямо они прям напрашиваются. Так. Так, а как нам листать? Здесь же, по-моему, можно, да, как-то листать? И враги иногда могут взрываться. Или вот это все? Но это же нет. По-моему, как-то можно листать. Я... Там как-то ниже. Я вот не помню как. Подождите. Получив доступ к модификациям. Максимальное здоровье. Характеристики. А, боже. Давно не играл. При использовании ВАЦ к вам в помощь будет иногда приходить смертельно опасный незнакомец. Мгновенно килл спящих. С глушителем. Взломы. Средние замки. Прям вот я очень на вот эту тему думаю. Очень интересно. Любое действие может принести в 3 раза больше опыта. Чем ниже интеллект, тем выше вероятность успеха. Чё-то я ору. Ну и здесь дальше понятно, пока мы не прокачались, закрыто. Я качаю это. 100%. Больше патров, потому что без патрон мы, в общем-то, будем себя очень грустно чувствовать. Максимально грустно. О. Фиксирую. Мне нужна точность стрельбы. Крайне нужно. Очень сильно. Смотри, зараза еще с комнаты в комнату летает. Надо точность качать в оружие. Штормит. Но попасть они по мне не попали. Это очень хорошо. Я надеюсь, тут никто меня не ждет.
Сериал норм, ребят, сериал не смотрел. За сериал сказать ничего пока не могу. Очень такой под вопросом. Тайник с крышками. Крышки это типа валюты. Так что, ребята, собирайте крышки, мало ли что. Спасибо за подписки на Бусти. Вижу. Очень ценю и благодарю. Армейская сумка с боеприпасами. Сумка, говоришь? Интеллект повышает. А напомните-ка мне еще разочек. Что там за что отвечает? Урон плюс 20%. Я вот, к сожалению, не помню, что за что отвечает. Изменений в Fallout, ребят, я особо не вижу. Просто они добавили миссию, просто чуть-чуть поработали по оптимизации, да и, в принципе-то, оно вот как бы-то и все. То есть я не могу сказать, что я прям что-то такое здесь улицезрел, знаете. Слегка испытываете жажду? Понял. Мы не испытываем жажду. Ну, конечно же, очень хорошо. Тостер. Жевательная резинка. Свинина с бобами. Я представляю, в каком она качестве, но постапокалипсис, я думаю, что выбирать особо не приходится. Очередной сейф. Почти я понял, как его открывать. Ну, что-то совсем ни о чем. Патроны, дробовик прям собираем, собираем и собираем. Угу. Все остальное просто надо продавать. Еще абсолютно не раздумывая. Потому что чем больше, в общем-то, это копится, все. Такая, знаете, по заброшкам чисто ходить игра. Кстати, было бы очень интересно посмотреть в более, знаете, таком хмуром, да, так скажем, состоянии эту игру. То есть, когда она, знаете, такая как... Ну, не сильно яркая такая, знаете, и светлая вся. А вот именно когда она прям такая, знаете, вся очень грустная. У нас, в принципе, ничего и не осталось. Какие-то салонки, не салонки. По мелочи. Топливо для помощника. Комната малыша. Вот она, собственно. И, в общем-то, ничего и не осталось. Настолка. Ну, давайте пообщаемся. Говорит, не верю своим глазам. Это правда вы? Что случилось? Что, говорит, случилось с миром с этим? Ну, говорит, да все, в принципе, в порядке. Герань растет. Все растет. Где, говорит, супруга у тебя твоя?
came into the vault. Она явилась в убежище. Они явились, точнее, в убежище. Может, ты их видел? Вооруженные люди в странных костюмах. Rosa's boy running around in his Halloween costume more than a week early. I swear, the nerve of that woman leaving her brat unsupervised. Ha, not like this family, sir. You and the missus have always been such a responsible couple. Where is she? Вы, говорит, всегда были очень крутыми родителями. Ее больше нет. Sir, these things you're saying, these terrible things, I believe you need a distraction. Yes, a distraction to calm this dire mood. It's been ages since we've had a proper family. Он как в своем мире, короче. Checkers, or perhaps charades. Отвлекитесь, говорит, типа, давайте устроим какую-нибудь игру. А, Шон, сын, с вами? Его похитили. Sean's been kidnapped. But I'm going to Я find его him. найду. Я верну сына. I'm going to get my son back. It's worse than I thought. Все гораздо хуже, чем я думал. You're suffering from hunger-induced paranoia. Not eating properly for 200 200 years лет. will do that, I'm afraid. Крясно. 200 лет? 200 years? Ты шутишь? Are you? A bit over 210, actually, sir. Or give or take. Он говорит, на самом деле не 200 лет, а 210. Плюс-минус несколько месяцев. Old chronometer. That means you're 200 лет. 2 centuries late for dinner. Perhaps I can whip you up a Вы, говорит, наверное, проголодались. Надо что-нибудь захавать. Порой собеседник попытается утаить от вас информацию или крышки. Вы можете попытаться убедить его, поделиться настоящими новостями. Желтенький, видите вариант ответа. Все хорошо? Codsworth, you're acting. Ты как-то странно себя ведешь. В чем дело? What's wrong? Oh, sir, it's been Сэр, это было ужасно. 2 столетия мне не с кем было поговорить. Некому служить. talk to, no one to serve. Первые десяток лет я занимался тем, что пытался сохранить в чистоте пол. Но ядерные осадки из паркета, говорит, не выводятся. Просто ничем. Он говорит, бессмысленная затея вытирать пыль в обрушившемся доме. И машина, какой смысл полировать ржавчину? Что тебе известно? What do you know, Codsworth? Боюсь, я ничего не знаю, сэр. Началась бомбежка, и все покинули дом. Типа вы покинули дом в большой спешке. Я был уверен, что вся ваша семья погибла. Правда, я нашел вот эту голографическую запись. Вероятно, ваша супруга хотела вам ее вручить в качестве сюрприза. Но затем, ну, случилось то, что случилось. Thank you, Codsworth. You're welcome. Ты же мой родненький, господи. I'm feeling sorry for myself. Shall we search the neighborhood together? The missus and young Sean may turn up yet. Давайте, говорит, осмотрим окрестности, может быть, найдем. Их там нет, друг. Codsworth, I already looked. They're not here. Then they're really gone, aren't they? No, sir. Sean's out there, Codsworth. Нужно найти Шона, он жив. Need to find him. What about Concord, sir? Plenty of people there. And last Может, night Конкорд, там много людей? pummeled me with Когда я в прошлый раз туда заглянул, они всего лишь несколько раз поколотили меня палками. Нормально. Спасибо. Thanks for your help, Codsworth. good luck, sir. You'll find young Sean. I Вы найдете, говорит, своего сына, я в этом не сомневаюсь. here and secure the home. Пойду, говорит, сторожить дом. Oopsie. No, no, no. Fingers away. There we go. Okay. Just say it. Right there. Right there. Yay. Hi, honey. Listen.
Sean and I need to tell you how great of a father you are. But we're going to anyway. Isn't that right? You are kind and loving. Ему говорит добрые, хорошие слова. Funny. Тебя, говорит, любим. And patient. So patient. Patience of a saint, my mom used to say. Look, with Sean and us all being home together, it's been an amazing year. Был очень хороший год. But even so, I know our У нас все впереди. yet to come. There'll be changes, sure. Things we need to Нас ждут, говорит, перемены. You'll Придется rejoin the приспособиться. workforce and Ты пойдешь работать, я стряхну пыль со своего диплома юриста. То есть люди строили планы. but everything we do, no matter how hard, we do it for our family. Now, say goodbye, Sean. Bye-bye. Say bye-bye. Come on. Bye, honey. We love you. Пока мы тебя любим. Да. Вот так вот, братцы, и живем. Так, у нас есть небольшой голод. Мы, кстати, с вами сварили покушать. Радиация 5. Радиация 6. Радиация 2. Радиация 11. Еще. Аналитика ошибок. Привет, ребят. Привет, братцы. Рад, что заглянули. Привет, рад вас видеть. Я вас так время от времени посматриваю там. Рекомендую, ребят, канал. На вечер самое оно. Кайфануть прям, посмотреть. Привет, ребят. Так, ну, наверное, надо бы прилечь поспать. Потому что сон, он покарает. Но у меня есть один очень простой вопрос. Во-первых, нужно вспомнить, где это сделать. По-моему, вот сюда можно все скинуть, да? Вот. Так. Сейчас папа вспомнит, как это все скидывается. Как-то можно... Здесь, кстати, куча всего на самом деле лежит. Хотя нет, не так много. Как-то можно скинуть весь хлам. Если поспать, да-да-да. Я так и засыпаю частенько. Включаешь там раз. Защемил с ноутбука или с телефона. Спасибо за контент, ребят. Т, наверное. Да. Пистолеты, по-моему, мы пока что не сможем с вами их... Я вот разобрать, а можно ли? По-моему, можно. Потому что просто так валяться я не вижу абсолютно никакого смысла. И знаете еще какой вопрос очень интересный? А вот модифицировать... Модифицировать ствол. Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.
Вот дальность выстрела. Дальность и точность. Вот это вообще must have. Надо в фанатик оружия уходить. Надо 100% качать оружие, потому что если будут хорошие стволы, то будем жить. Если всех этих приблуд не будет, то будем очень сильно плакать, рыдать. Сейчас я смотрю. О как. 26. Скорострельность мне не интересна. Дальше пока я ничего не смогу сделать. Надо просто... Я понимаю, что я смогу сделать. Просто, ребят, нет. Во-первых, прицел. Какой-нибудь коллиматор. Но коллиматор, видите, довольно много всего надо. Ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Так, это понятно. Я, знаете, вдруг внезапно за что подумал. А где все характеристики? Ну, вот вообще все характеристики персонажа. Наверное, не здесь. Наверное, где-то в этом. Наверное, где-то вот здесь, да? Показать способности, но это не то. Я почему-то не вижу, вот где именно все его характеристики. Ага, все, нашел. У нас плюс к выносливости, плюс к интеллекту. Мы, в принципе, неплохо прокачаны с вами. Очень неплохо. Нужно подумать на тему того, что как-то нужно поспать. Потому что это будет габелла полная. Оборона, ресурсы, магазин. И как-то можно... Дай мне бог памяти... Я же могу все это нафиг разбирать. Привет. Привет. И все это упадет на склад. Все, я вспомнил. Всю эту карусель. Это очень-очень-очень-очень-очень хорошо. Я бы взял, забалансил, знаете как, пока что. Чисто вот обстроился вот это вот один дом. Просто один дом. Это в любом случае все падает. Все падает, мы знаем, да, куда? Вот. Верстак для создания брони. Прекрасно. Много сильно не буду. А вот... Я, кстати, помню, в том прохождении у нас с вами настолько... Мы хорошо все прям обставили. Я разберу один дом. Просто один. Причем самое забавное, что что-то можно даже будет оставить. Я бы, наверное, вообще ничего не оставлял. Половина все поломано, половина все покоцано. Просто восстановим себе небольшую халупу.
Жильцов нет, ничего нет. Все перерабатываем. Вот. Это уже другое дело. Убираем весь этот срач. Я думаю, что разбредаться смысла абсолютно нет никакого. Да, по разным этим. Ну, по разным, вы поняли, по разным домам. То есть мы сконцентрируем внимание на одном месте. Все содержимое, все, что я сейчас перерабатываю, ребят, кто первый раз будет играть, все помещается в общий склад. То есть потом из этого можно строить. Так, мы с вами вынесли все, что можно. Пища, вода, энергия, защита, места. Пища. Угу. Я, знаете, о чем еще думаю? Можно вообще взять... Сейчас, секунду. Можно вообще взять и вот эти дома, рухнувшие, поняли? Просто их вообще убрать. Их сон не восстановить. Их тупо сдуло. Их просто нет. Вот. Я даже коврик разберу. И вот какие-то дома мы уберем. Немножко картина, она, как вам сказать, вот этого хаоса, она... Привет. Картина хаоса у нас, она уберется. Верно же я говорю? Народ будет заходить, а у нас все с вами красиво. Все вот эти вот какие-то непонятные деревья, вот это вот весь этот срач. Знаки все эти, напоминающие о доме. Дома больше нет, как и как таковой жизни. Больше нет. По домам не пойду. Я чуть-чуть материалов поднаберу. Вот. Это поприятнее, да, так уже? Немножечко, да? Смотрится. Этот вот весь срач тоже можно его разобрать. Заборы, все остальное пока что оставим. Оу. Где-то здесь еще рухнувшие дома были, я точно помню. Прямо вот где именно мусор. Атмосфера потрясающая. Да, машины от них теперь толку ноль. От столбов тоже. И все деревья завалены. Как-нибудь вот так чуть-чуть. Кстати, когда дома вот эти убираешь, вот этот мусор весь, сразу какая-то картина вырисовывается. О, будка. Будка нам нужна. Центральное дерево я оставлю. Сделаем здесь тоже какую-то жилую зону. Вот этот дом, по-моему, можно, нет, спасти? Или нет? Или да, или нет. По-моему, нет. По-моему, это руины. Опять реклама, Овен пишет. И отец дома? Не, просто без негатива. Я, заметь, не уточняю, какой из них. То есть, ну, просто спросил. Просто для себя, не более. Я так просто, ну, мало ли. Так.
Не-не, я просто, ну, поинтересовался. Так, убираем нашу речку. Говнотечку. Отсюда мы будем брать воду. Главное в эту воду сейчас пока не заходить. Деревья тоже... Смысл от них, они все... Они чисто, знаете, как это... Так, ну что ж, давайте попробуем что-то сделать. Так. Что нам нужно для того, чтобы у нас пришли просто люди? Нам нужна вода. Питание — это немного другое. Ресурсы. Не здесь. Это, по-моему, просто... Убейте, не могу вспомнить. Генераторы. Питание, вывески. Нет, ресурсы тоже не то. Стоп, почему не то? Ресурсы, вода. Вот. Так. Поехали. Вот наш основной дом, да? Чик-чик-чик. У нас здесь колонка. Вот это не знаю, что такое помпа. Промышленная водоочистная установка. Понял. Производит 10 воды, но нет энергии. Да не вопрос. Раз. Так, питание. Кто у нас будет вырабатывать эту энергию? Позорный столб. Генератор какой-то нужен. Где же эти генераторы-то, братцы? Мне кажется, все равно в питании. Но... питание разное. Вербовочный маяк. А где же генератор? Свет. Опора лэп.
Вот зараза, а. Питание, но я в упор не вижу генератора. Вот они. Сразу. Так. 5 энергии он производит. Дальше надо качать науку. Ну, допустим. Так, генераторы должны быть где-то под защитой. Если этот генератор его снесут, в принципе, все наше никчемное развитие, оно закончится. Верно? Я бы его пока поставил вот сюда, прям перед носом. Я бы его поставил просто перед носом. Получается, вот там у нас водоочистная, да, стоит. Так. Процесс пошел. Погоди. От геника 100% нужно тянуть столбы. Не то. От генератора. Опора лэп. Ну, выглядит как самая дешевая. Нужны обычные столбушки. Самые простые, да? Раз. Дотянуть бы. Угу. Так. И теперь можно напрямую будет туда заколдыбенить. Ну-ка. Блин, главное, чтобы хватило столбов. Это будет лютый эпик, если их не хватит. Так, ну поехали. То электричество будет недолго. Понял. Времяночку прокидываем. Да?
Далеко, наверное. Так. Господи, хоть бы все сработало. Ну, давай, родной. Заводи, Григорий. Так. Есть. Есть. Это плюс вода. Вода у нас какая-никакая имеется. Так, если мы сейчас не поедим, то закончится все это крайне грустно. Так, есть. Антирадин примите. Благо, что... Благо, что... А, все, понял. Так, мне нужна кровать. Мне нужна, друзья, кровать. Кроватку мы поставим самую обычную. Без всяких вот этих вот изощрений. Просто кровать. Кровать, потому что кровать. И возьмем и поспим. До 8 часов здорового сна. Вот. Жизнь вроде как налаживается. Геник работает. Все у нас хорошо. У нас появилась вода, энергия. Одно место, между прочим. Пища. Пищу я вот не припоминаю. По-моему, какие-то... Что-то где-то можно, но у нас семян 0, да? Угу. Надо искать семена. Ну ладно. Ну пока вот как есть. Так, что он нам говорит? Он говорит, давай-ка, братик, осмотреть Конкорд. Ну, поехали. Чуть-чуть прибрались, чуть-чуть построили. Так, знаете, всего, как говорится, по чуть-чуть. Единственное, что нужно, наверное, тараканчика все-таки захавать. Надо что-то с едой делать. Что радиация, она меня добьет. 100%. И, по-моему, вот здесь, да, мы замечательно выспались, это дает бонус. Понятно, состояние. Вот здесь вот как посмотреть, что нужно. Вот это что? Таблица способностей. Показать эффекты. Легкий голод. Интересно, как вот это вылечить? Чем? Ну, собачьи консервы вроде как это. Постоянно жрать хочет. Постоянно. Надо с едой решить вопрос.
А вот что восстанавливает вот это самочувствие, вот это вопрос. Ладно, пока не знаю. Пока не знаю, но мы с вами потихонечку, ребят, выбираемся. Осколочная граната. Граната, говоришь? Урон 150. Угу. Семян нет, я бы с радостью что-нибудь повыращивал. Но семян я не вижу. Рейдер. Батюшки, это что это за, я не пойму. Его собака его нокнула? Пойму, я под счастливой какой-то звездой, что ли, родился или что? Сопротивление урону. Ну, кстати, очки плюс к харизме. Так-то, если что. Мне интересна одна вещь. Слушай, ну а что, ничего мы такие, да, с вами? Мне интересна очень важная вещь. Пожарить я ничего сварить не могу. Мне, получается, нужно вернуться к верстаку. Я просто заметил, ребят, у нас очень большой загруз. Мы с вами сильные, да, мы стреляем, все классно, все здорово. Но... во-первых, хлам. Во-вторых, у нас что-то очень много весит. Очень много. Угу. Поехали. Раз. Вес 10. Я пока побегаю полураздетый. Полу такой, знаете. Полу-полу. Пистолет я вот этот вот с радостью разберу. Я не хочу их надевать, потому что я... Знаете, за что боюсь? То, что он... Стоп. Это, наверное, как типа нательник идет. Подождите-ка, вы, наверное, правы. Подождите-ка. А случайно вот это он поверх не пойдет? Ля какой? Нет, не пойдет он. То есть, либо ты качаешь броню, либо ты качаешь... Вы поняли. Тут все не так просто. А ну-ка по весу. Раз. Пруд двойка. Эти пока все вещи туда. Вот с 20-очкой можно бежать. Нужно с радиацией. Следующий левел, который мы прокачаем, там был какой-то перк, что можно хавать вообще без разницы что. Вот это для нас просто must have. А то мы от голода просто отлетим. Обалдеть. Плюс к выносливости дали. Он бегать стал как не в себя. Мне теперь интересна одна вещь. Что здесь есть? Я предлагаю кусками прям изучать. Слушайте, ну я хочу заметить то, что я вообще все забыл. Я все забыл, прошло время. Я помню, что вот на входе сумка лежит. А больше-то как бы я ничего и не помню. Карабин. Карабин, говоришь, да? Он на дальность. У него хромает меткость. Карабин. Карабинчик, карабин.
Наверное, вот это будет раз. Это будет 2. Грена 4. Да, наверное, вот так вот будет. Пруд, в принципе, он мне и не нужен. Карабин. Но карабин долбит очень на дальнюю дистанцию. Вблизи надо сразу с пистолета фигачить. Карабин очень слабенький. Во-во-во-во-во. Фрукты, да-да-да. Вот это все надо собирать, чтобы это высаживать у себя в доме. Если мы это не будем высаживать... И мне к себе категорически нельзя подпускать. Знаете, что самое забавное? Я вообще не уверен, то, что я ее как бы это... Как бы есть такая вероятность. Ага. Здорово. 2%, говоришь? Вот оно. Давай попробуем. Чик-чик-чик. Так, в воду заходить нельзя. В воде радиация. Оленя трогать не хочу, олень опасный. Какой-то полупричал, полу... Не дури, пожалуйста. Не надо. Не надо, дядя. Сейчас мы прибрежную зону посмотрим. Хрустальный графин. Знаете, хрусталь это просто вот лучшее, что может быть. Лучшее. Меня терзают очень большие сомнения. Куда это... А куда это идет? Подстанция. Привет. Здорово, брат. Разговаривает? Секунду. Удача +2, привет. Мне как-то здесь вообще небезопасно. Ага. Ага, давай. Через камни попробуй. Твою мать, я сейчас... Я просто сейчас чуть ежа не родил. Понял. Я не знаю, что нужно, если быть откровенным, ребят, правда. Что вот здесь необходимо, я не знаю. Вот нарисована аптечка. Но какая аптечка?
Какая аптечка? Вот это вопрос. Оно ничего как аптечка не выглядит, понимаете? Вот в чем дело. О-о-о. Мне кажется, или... А где я? А где я? Так. Привет. Ты урон видел у него? 48. Там, правда, 5 патров. Но шляпу он... Шапка отлетит просто. Вот именно вот так, да. Специально для любителей вот этих вниз... Не похожи они на бандитов. Пока ревик придержу немножко. Твою мать! Здесь все, по ходу дела, бандиты. Уходи огородами. Минус шапка. Спокойно. Твою мать, собака, прикинь, минус нога. Ага, ага. Хорош, пацаны. Нормально, наши ребята. Ушел. Просто насыпай и все. Еще где-то. Просто жесть какой-то. Но с них дропа сейчас будет, я не знаю. Сколько? Миллион, миллиард. Так, один здесь, один здесь. Коктейли Молотова. Прекрасно. Просто прекрасно. У этого шапка отлетела. Ядерная батарея. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Нормально. Нормально, парня. Я вообще-то познакомиться так-то хотел. А вы как всегда, да? Все как мы любим. Я не знаю, как удалось мне их это... Металлическое ведро, секунду. Зараза, котелка нет.
Да пить нечего, в том-то и дело, ребят. Проблема в том, что пить-то нечего. Либо до города, либо до города. Больше я вариков не вижу. Либо попробовать вон в том месте. Че ж сделать-то, а? Не, ну 50 урона это вообще без комментариев. Это все в переработку пойдет. Переработка, переработка. Очки сварщика восстановления дает. Но в нашем случае, да, наверное, восстановление пободрее будет. Протупея. Собачий ошейник. Капюшоны. Не. Выносливость +2. Так. Модный парень. Очень модный. Стильно, модно, молодежно. У нас криты, кстати, по ним очень неплохие вылетали. Hey, boy. What are you doing out here all by yourself? You seem like an okay guy. Okay, then. Let's stick together. Ты ж мой хороший, господи. Hey. Так. Мать его, вода, 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 вода. Я увидел воду. Я увидел воду. Мы живем. Не знаю, каким макаром, но мы живем. Причем там была, по-моему, даже очищенная вода. Просто сюда. И вот как раз сейчас, когда он еды хочет, сейчас я найду это. Пищи и воды. Да, 100% вот это. 100%. Это прям вообще просто, это прям боль-боль. Сейчас, сейчас, мой дорогой. Ага. Оружейный верстак. По-моему, верстаки все разные, да? То есть, если я выйду отсюда, вот эти верстаки в каждом здании все разные, правильно? В каждом месте, да. Я бы здесь ничего не скидывал. Надо все туда, к нам на базу тараканить. А что у меня по загрузу? Сейчас, сейчас иду. Где? Шел. Следующий. Собака просто это... Да. Шляпа улетела. 54 года в Контр-Струке. Вопрос. Так, спокойно.
Алюминий. Готовый завтрак. Очень внимательно. Что, твою мать, гонишь, что ли? Почти битком. Надо возвращаться. Так, спокойно. Телефон, по-моему, тоже нужен. Не уверен. Тостеры, вот эти телефоны, вся вот эта шляпа, она, по-моему, нужна. Сейчас, пёсель, сейчас, дорогой. Тайник с крышками. Жетоны. Так. Нам надо, чтобы бежать, что-то как-то сделать. У нас с водой просто габелла. Но вода — это город. Вода — это город. Чуть-чуть еще надо поджрать что-нибудь. Так, все. Журнальчик. Блин, неужели здесь колонки нет? Вот есть химлаборатория, но колонки нет. Угу. Ремонтные наборы. Бафы можно заварить, кстати, очень хорошие. Why not? Фейерверки. Ага. Так. Кстати. А вот и ядеркола. Да, с водой вообще просто... Здесь где-то была игрушка. Или не здесь. Или не здесь, братцы. Я сейчас и не вспомню. То ли здесь, то ли не здесь. Я не могу вспомнить, где. Причем я уверен, где-то стоит на видном месте. Одна, кстати, из немногих игрушек, которые я помню. Она вот прям на видном месте. Неа, не вспомню, ребят. Она где-то. Где-то, короче, она есть. Так, идем домой. Быстро переместиться нас не получится. Не игрушка-статуэтка, вы меня поняли. В принципе, нам не так далеко бежать. Надо отоспаться, вылечиться. Обязательно вот эти мутафрукты надо все собирать 100%.
Все это надо собирать. Но мы сейчас пока открыты для всех. Я думаю, что если мы сейчас возьмем водокачку, то будет вообще ништяк. Вернулись. Если честно, думал, не вернемся. Если честно, думал, не дойдем мы сюда. Так, мне необходимо сейчас поставить чистую воду. Если будет чистая вода... Так, во-первых, хлам весь скинули. Во-вторых, то, что занимает очень много места. Блин, надо как-то с этими, с патронами решить вопрос. Так, мастерская. Ресурсы. Вода. Вот очень мне колоночка нужна. Очень она мне нужна. Да прям вот здесь. Это просто она мне не то чтобы нужна, она мне просто необходима. Все, с водой закрыли вопрос. Отлично. У меня была какая-то фляга, нет? По-моему, какая-то фляжка была. Так. И надо как-то вопрос с болезнями решить. А как с ними решить вопрос? Мне кажется, никак. Какие-то фляжки, да-да-да, были, я точно помню. Все вроде четко. Угу. Фляжки. Так, мне нужно обязательно поскидывать все. Стоп, пища. Ресурсы, пища. Так. Подожди, а это получается сажать нельзя, да? Сажать, братцы, нельзя. Станция сбора мусора. Хорошо бы вышку, которая, поняли, людей созывает. Но сейчас вспомнить, где она, вот это вот будет очень сложно. То ли вот это. Вот он, вербовочный маяк. Меди не хватает, прикинь. Я поставил на поиск меди. Так, и здесь что еще? Здесь нужно все тоже поскидывать. Очень много всего. Раз. Два. Три. Неплохая, кстати, броня на самом деле. Кротокрыса, я так думаю, мы сейчас переработаем. Угу. Свинина с бобами, видишь, сразу два. Двоечка. Угу. Холщовый капюшон, нифига себе. Что за БДСМ вечеринки? Вес 3. Ядерные батареи.
Сюда. 31 все равно очень много. Очень много. Что-то занимает. Ну-ка по весу отсортируем. Вес 4,2. Угу. Пока нет. Поехали. Пойдем приготовим. Слушайте, ну все дела налаживаются. Конкретно налаживаются. Нам надо только медь найти. То, что мы с вами упоролись и сделали вот эту тему. Собачатина даже есть, кстати. Слушайте, еда есть, все есть. Мне даже интересно стало, грязная вода. Где, интересно, очищенная вода есть? Спасибо, ребят, за подписки на Бусти. Спасибо за поддержку. Перебегаем мы быстро и далеко. Веда, донатов отключены? Ну, конечно, зачем они здесь нужны? Кто хочет поддержать, он на Бусти, просто подпишитесь. О как. Угу. Нам бы, конечно, в идеале найти себе приключения на 5-ю точку. Или не искать. Давайте этот угол обследуем. Ага. Ужасно кривой. Угу. Давай, он попадет все равно в него. Да. Это лишний опыт. Крит, кстати, сработал. Надеюсь, больше нет, да, никого? Там. Кто ищет, как говорится, тот всегда найдет. Вроде как дверь, но не дверь. Чик-чик-чик, чик-чик-чик. Мутафрукт. Опа. Ферма. Стоит чел и корова в загоне. Если это байт, шапку я тебе сниму просто за секунду. Кстати, сколоченная рейдерская типа база. Но они... Это просто обычная ферма. Братцы, вы же не против, да? Ну, мы же соседи. Мы же с вами, как говорится, соседи, да, там. Надо помогать друг другу. Тяжелое время. Hey there. Watch your mouth, or you're staying home the next time your father goes to Diamond City. New here? Well, if you've got anything worth trading, you can talk to me. Готовы потрейдиться. What have you got? It ain't a lot. Что на but I've got продажу? a few basic supplies, ammo, meds, that sort of thing. Ага. Ammo and meds? What kind of basic supplies are those? Very basic. So, Ammo and meds? What kind of basic No. supplies are those? very basic. You want to survive out here? You need ammo and meds. So, Я бы на револьвер у нее прикупил бы патров. Sounds good. Тю, привет. Пистульки. Чик-чик.
Чик-чик. А, не шутя ты, мать. Угу, угу. Вот это привет. Ну, допустим. Карабина вообще ничего не стоит. Вот ей надо нести, все барыжить. У меня 44-й, да. О, как. Знаете, кстати, что дорого будет стоить? Очень дорого. Можно вот так вот сделать. Не продам. Ну-ка, что там самое меткое? Обручальное кольцо, это понятно? Нет. Не зря мы скрафтили. Чуть-чуть можно распродать. Чуть-чуть. Так. Ну, она охренела, сколько стоит этот. Но с другой стороны, это сразу шапка отлетает. «33 крышки». Ну, допустим. Больше я у нее ничего не вижу. Я бы, наверное, так и оставил. Готовый завтрак, кстати, неплохо стоит. Приготовленная еда неплохо тоже. Угу. Цветок морковки. Тошку мы высадим. 100%. Слушайте, ну это гениально. Это им же, если перепродать это же, ну, это 300 IQ move, нет? Так. I don't think so. Great. Maybe next time you can get... Так, солнышко. А ну-ка, 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 ну-ка. А ну-ка, 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 ну-ка. 55 урона. И чик-чик-чик-чик. А где патры? Стой. Hey. I take it you want to trade? Солнышко, а где патроны? All right. Не понял. Подожди. Я 30... Там 44-й, да, нужны? Подождите, по идее же я их купил вроде, нет? Так, подожди, стоп. Вообще я не у тебя, по-моему, покупал. Может, у них что есть? Hey there. That's close enough, stranger. We're a peaceful farm. We don't want any trouble. Сейчас, секунду. You have anything to trade? You looking to trade, you can talk to my wife. Поговори с женой. But be warned. You try anything? Мы готовы сдать сдачу. Let me tell you, farming ain't easy. You gotta be careful. Never know who you can trust these days. Won't argue with that. Blake Abernathy. You new to the Commonwealth? Yeah, you could say that. Good to see a new face. How about you? Ever think about working the land? Хочешь пойти в фермеры? What do you need to start up a farm? Well,
Земля, труд и любовь. Не, мы сейчас 100% вырастем. А, если заведешь ферму, то сразу будь готов к набегам. Угу. Sounds like bad news to me. You really are new to these parts. Last time those... Now, that's what... Угу. What happened to the Minutemen? Don't rightly know. I suppose they just went on to other things. The raiders are... Удобрение, но... Так, все. Do you know where they're coming? Yeah. Так, сейчас мы попробуем им помочь. Секунду прям. Блин, ну на рейдеров без брони идти, это вообще прям очень-очень плохая затея. Ага. Hi. Да не, в принципе, я и с тем, я думаю, накидаю. Просто очень опасно. Sure. Подождите, еще раз, давайте посмотрим. А патров все, патров нет. Да и вообще плевать на самом деле. Мы так-то вообще с вами ничего не потеряли. А вот по квесту пройтись... Где там рейдеры-то? Красная ракета пожилая. Предлагаю пройтись вот до сюда. Здесь кто-то лежит. Очень опасно. Здесь можно так добегаться и отправиться в лобби. Бутылка пива. Пиво? Пиво это хорошо. Обалдеть. А вот и антибиотики. Угу. Вот они, наверное, ребят. Что предотвращает болезнь. Я думаю, что это оно и есть. Да, исцеляет болезнь. Небольшая жажда и очищенной водой просто шлифуем и все. Да, болезнь ушла. Короче, они так прямо называются, антибиотики. Так, дальше изучаем. Изучаем. Так, братик. Ушел. Так, один, да, остался. Трын брать не буду, очень много весит. Супер, говоришь, мутанты, да? Но он, кстати, был неплохо покоцан. Очень неплохо. Что отмечали? Виски, водка, бурбон. Что за пати на хате? Дутень. Я бы за их мяском сходил. А ну-ка, парни. Чик. 100% попадет, наверное.
Теоретически, по крайней мере, должен был попасть. Практически, к сожалению, это немножко по-другому работает. Какой-то домик. Чё вот это такое? Тихо. Спокойно. Так, с водой надо, кстати, тоже решить вопрос. Что-то здесь какие-то ништяки валяются. Надо сделать так, чтобы у нас перс особо и воды-то не боялся. А перк там такой был. Пойди, пожалуйста. Это детеныш комарика. О-о-о. Радиация. Так, ну мы запомнили, где это. Хорошо. Я запомнил, где это. Там что-то лежит, но пока нам туда, я думаю, очень плохая затея идти. Но там радиация. Друзья мои, как вообще у вас настроение? Чего хорошего, чего нового? Как вообще себя чувствуете? Как день у вас? По одному решили вылетать? И жена рейнджера. Нормас? Ну и ладно. Это очень хорошо. Так. Беглянка. От кого-то убегала, что ли? Жесть. Давайте ее историю попробуем послушать. October 22nd, 2077. I finally told them tonight, and it was bad. Real bad. Dad was shouting, telling me I should be ashamed. Yes. That I had to get out of the house. Mom just cried, and somehow that hurt worse than anything else. She didn't say a word. Not even when I packed my things. Да. Не убежала, матушка. Не убежала. А вот и плитка с медью, да? Лупа, видите на ней? Плиточку мы возьмем. А я помню, я говорю, блин, плитки эти... Не надо так делать. Вот оно. Так. С водой. Вода. Что-то ходить по воде меньше... Где-то это было. Или замки, или вода. Я все равно за воду. До оружия мы дойдем. Что-то где-то с водой было связано. 100%. Вот оно. Вода ваш союзник. Вы можете дышать под водой и не получать урона от радиации во время плавания. Но только плавание ли? Не, ну, наверное, вообще, типа, вода ваш союзник. Я думаю, что это распространяется, естественно, и то, что, на то, что, ну, мы просто ходим по воде. Да? Я думаю, что более чем. Это, наверное, оно и есть, ребят, как вы считаете? Наверное, да. Я очень надеюсь, то, что... Давай попробуем зайти в воду. Наполнить бутылку с водой. Стоп. Я, по идее, могу даже попить. Если вода мой союзник. Менее одной радиации, ребят.
Можно терпеть просто вон откуда хочешь. Это очень хорошая новость. Я бы сказал, ультра хорошая. Так, мясо оленя. На час. Слушайте, надо оленей это того самого. У оленя такой бонус жесткий дается за приготовленное мясо оленя. Плюс 50 к грузам переносимым. А 50 это, извини меня, это... Что это такое? 50 это как мой весь инвентарь. Если что. Жалко, но надо их... Я как минимум знаю, где один этот олень. Так. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Хранилище лодок. Все слишком тихо. Гули. А как попасть? О, ты чё гонишь? Пойди по нему, пожалуйста. Знаете, что самое забавное? Гули не ходит по одному. Собаку надо поднять. Где он? Гули не ходят по одному. Иди, мой хороший. На, держи. Так, живем, братик. Очень аккуратно здесь. Еще и ночь, но это просто потрясающе. Не знаю, что это. Алюминий. Ядерные батареи, понял. Ра-та-та. Ра-та-та. Ра-та-та-та-та. Опа. А где я? Что-то у меня маленько это перехватило. Дыханица, если честно. По идее, с упора шапка отлетит сразу. Поселенец. Прикол. Сейф. Почти нашел. Да мать его. Патров миллиард. Что-то я прям маленько это... Да я знаю, что один патрон.
Собака, еще раз так сделаешь. С тобой не то, чтобы разговаривать перестану, я с тобой ходить перестану. Опа. Ключ от трейлера какого-то. Критические удары без оружия. Да. Здорово. От трейлера, говоришь, да? Где же мне 44-й-то найти? Трейлер, да? Лежит, по-моему, кто-то. Зараза. Опасно. Костюм из шкуры оленя много весит. Что-то вроде стоит, но... вообще не вдохновился я им. Зараза, тут радиация. Когда нам это мешало? Так мило, что аж прям тошнит. Дикий гуль-пожиратель. Понял. Ага. Нормально сходили. Какая-то шляпа вообще ужасная там. Что-то нужно захавать. Нет. Жареный. Там. Запеченный дутень. Чуть-чуть вот так. Все в порядке. Мне очень стрёмно, потому что вас обнаружили. Где собака? Мать твою, поехали. Где? Всем сосать работает. Пап, с нас! Почти успел уйти. Вот так вот, настолько близок был. Короче, ребят, значит, что я вам хотел сказать. Значит, игру они вернули людей в эту игру, чтобы мы смогли поиграть, кайфануть и очень приятно провести время. Это факт. По поводу, так скажем, повторного прохождения этой игры, я бы очень сильно подумал. Почему? Потому что, ну да, чуть-чуть завезли оптимизацию, но что-то прям вот вау, я не знаю, стоит ли. Просто это затянется очень надолго. Очень надолго. Мы с вами ее прошли, и по факту повторное полное перепрохождение, я, честно говорю, я не готов. Вообще. Потому что это 40 серий. 40 серий.
Это очень много. Я почитаю ваши комментарии. Не обещаю то, что я буду проходить. Но мне было крайне сегодня приятно вновь вернуться в Fallout. Это круто. Так что я очень хочу почитать комментарии. Вот сейчас стрим я закончу. Как вы вообще считаете, и что для вас Fallout? Это целый мир, либо это просто проходная игра? Для меня это, конечно, но... Это что-то с чем-то. Очень круто. Так что... Пожалуйста, жду вас в комментариях. И от мала до велика. Очень интересно ваше мнение. Всем удачи, всем добра. Напоминаю вам про партнеров. Ссылку найдете либо в чате, либо в первом закрепленном комментарии. Спасибо всем за поддержку. Также напоминаю всем, ребята, подписывайтесь на наш телеграм-канал Heart Inside. Стримы у меня каждый день, вечернее в основном время, но и в дневное тоже очень часто бывает. Очень скоро будем с вами играть в линягу, в новую, так скажем, на новом сервере. Вот, так что тоже там все выложу. Заходите, рекламы там практически нет, там один рекламный пост висит, там где-то там в ленте далеко-далеко. Так что как-то так. Всем удачи, всем добра. С вами, как всегда, был Леха Hardplay. Мне было очень приятно вернуться в Fallout. Это было круто.